Глава 32. Сэлянь знал, что эту вещицу наверняка оставил Хуа Чен. Он некоторое время повертел кольцо в руках, внимательно изучил и подумал. Что же это? Будучи наследником благородных кровей, Сэлянь вырос во дворце государя Синьлы. В его государстве людям нравилось любоваться прекрасными драгоценными изделиями, подобное увлечение являлось обычным делом. Дворец государя тем более отличался роскошной обстановкой, колонны здесь покрывали чистым золотом, ступени делали из благородной яшмы. Во дворце хранилось бесчетное множество необыкновенных редчайших сокровищ. Дети членов правящего дома и аристократии часто игрались разноцветными драгоценными камнями, перекидываясь ими, словно шариками из простого стекла. Сэлянь повидал множество драгоценностей, и потому смог определить, что кольцо, похоже, создано из самого настоящего алмаза. Кроме того, выглядела вещица весьма изящно, обычному ювелиру, каким бы выдающимся мастером он ни являлся, не под силу была подобная работа совершенной красоты. Кольцо выглядело более изысканным и сверкающим, чем всевозможные алмазы, которые принцу довелось повидать на своем веку. Сияло оно настолько ярко, что завораживало взгляд. Поэтому принц и не мог точно определить, что именно кольцо из себя представляет. Однако, пускай он не мог сказать точно, что же это, одно было ясно наверняка, вещь весьма драгоценная и значимая. Кроме того, если кольцо висело у принца на шее, значит, его не могли обронить случайно. Напрашивался лишь один вывод. Хуа Чен преподнес ему памятный дар перед тем, как уйти. Получить памятный подарок стало неожиданностью для Сэляня. Он неловко улыбнулся и решил оставить кольцо при себе, а в следующую встречу спросить у юноши, что означает этот жест. Принц владел лишь маленьким ветхим монастырем, в котором не предусматривалась сокровищница. Подумав, Сэлянь все же решил, что самый безопасный способ хранения – носить кольцо на себе. И потому снова надел тончайшую цепочку на шею. Закончив с происшествием на горе Юйцзюнь, принц почти без передышки помчался еще и в государство Баньюэ. Так что, вернувшись из путешествия, несколько дней пролежал пластом в монастыре водных каштанов. И если бы не чересчур сердобольные жители деревни, что преподносили ему так много маньтоу и рисового отвара, который принц все никак не мог доесть, он бы все это время пролежал без крошки во рту. Так минуло несколько дней, пока однажды Сэлянь не получил внезапное послание от Линвэнь: как можно скорее поднимитесь на небеса. Тон ее голоса ничего хорошего не сулил, однако Сэлянь догадался, в чем дело, в душе он давно к этому подготовился. Вопрос касается инцидента в крепости Баньюэ. Линвэнь ответила: так и есть. Как только вернетесь в столицу бессмертных, отправляйтесь прямо во дворец Шэню. Услышав о дворце Шэню, Сэлянь замер на мгновение и понял. Цзюню возвратился. С тех пор, как принц вознесся в третий раз, он так и не виделся с Цзюню. Будучи первым богом войны, тот целыми сутками, месяцами и даже годами пропадал, если не в уединенной медитации, то где-то по делам судеб мира. Либо поддерживал стабильность мироздания. В этот раз принц не мог не явиться на зов. И потому, так и не отдохнув как следует, вновь отправился в столицу бессмертных. Дворцы всевозможных небожителей были собраны в столице бессмертных. Здесь их имелось великое множество, и каждый был по-своему прекрасен. Где-то виднелись резные балки и расписные колонны, где-то изящные мостики, перекинутые через бегущие ручейки, под ними клубились плотные облака, божественность буквально парила в воздухе. В столице бессмертных главная улица была названа в честь Шэню. Разумеется, в мире людей также существовало множество улиц Шэню, построенных во славу Цзюню, однако, как говорилось ранее, многие вещи в мире людей являлись лишь подражанием, тусклой тенью обстановки небесных чертогов. Именно поэтому лишь улица Шэню в столице бессмертных являлась единственной настоящей. По этой широкой улице Сэлянь и направился к дворцу Шэню. По пути он встретил немало небожителей, что спешили по своим делам, однако ни один из них не посмел даже обратить на него внимание. По правде говоря, в прошлом, когда Сэлянь шествовал по небесным чертогам, никто точно так же не обращал на него внимания.
Но только тогда не обращать внимания означало, что бессмертные чиновники не позволяли себе пройтись с ним рядом или же первыми заговорить с ним. И все же они соблюдали минимальные правила приличия, приветствуя принца кивком головы. Теперь же все нарочно притворялись, что не видят селяня, словно даже один взгляд мог навлечь на них неприятности. Небожители впереди него ускоряли шаг, те, что шли позади, замедляли, сетуя лишь на то, что не могут обойти его как можно дальше. Селянь давно привык к подобному, не придавал особого значения происходящему. Все-таки он совсем недавно сдернул с пьедестала могущества молодого небожителя, занимающего высокий пост. Младшего генерала П. Вполне объяснимо, почему остальные небожители держались от принца подальше. Он бы даже удивился иному поведению. Поэтому Селянь, продолжая идти, не ожидал услышать за спиной оклик. «Ваше Высочество, наследный принц». Селине услышанное показалось странным. Он подумал, раз кто-то в такой момент набрался смелости, чтобы окликнуть его, мужество этого небожителя заслуживает всяческих похвал. Однако, обернувшись, он увидел, как младший по рангу небожитель, что воскликнул «Ваше Высочество, наследный принц», второпях пробежал мимо, в направлении другого прохожего, на бегу продолжая восклицать. «Ох, мой принц, как вы могли забыть пропускной жетон, отправившись во дворец Шэнью на собрание? Без него вы бы не смогли пройти внутрь». Лишь теперь Селянь понял. Вот оно что, обращение «Ваше Высочество, наследный принц» предназначалось вовсе не ему. Верхние небеса обыкновенно пестрили разнообразными их высочествами наследными принцами. Ничего удивительного в том, что иногда их путали друг с другом. И все же, когда Селянь бросил взгляд на другого наследного принца впереди, не удержался от легкого изумления. Молодое лицо, прямые вразлет брови, яркие, словно звезды, глаза. Улыбка, совсем не похожая на улыбки других небожителей верхних небес, бесхитростная и беззаботная настолько, что, вне всяких сомнений, придавала и без того прекрасному лицу оттенок детской наивности. Оценивая его немного более язвительный небожитель, Му Цин, к примеру, он бы, скорее всего, отпустил комментарий в духе «блаженный чудак». Мужчина был одет в военное обмундирование, в высшей степени потрясающее своим видом, но на нем это одеяние не излучало суровых эманаций воина на поле битвы, напротив, сверкало благородством аристократа с широкой и светлой душой. Селянь на мгновение остановился, глядя на молодого мужчину перед собой. Оба небожителя впереди, ощутив его взгляд, обернулись. Младший небожитель, увидев его, мгновенно изменился в лице. Селянь же легко кивнул и с мягкой улыбкой обратился к мужчине. «Здравствуйте, Ваше Высочество, наследный принц». Очевидно, его Высочество обыкновенно не интересовался происходящими вокруг делами и не знал Селяня в лицо. Поэтому, услышав приветствие, немедленно расплылся в ослепительной улыбке и громко ответил. «Здравствуйте». Младший небожитель рядом с ним легонько подтолкнул принца и произнес. «Идемте, идемте, Ваше Высочество, вам еще нужно попасть во дворец Шэнью на собрание». Молодой мужчина же, без капли осознания ситуации, совершенно не понял, почему вдруг его подчиненный внезапно бесцеремонно пихнул его. И потому удивленно спросил, «Зачем ты меня толкаешь?» Селянь так и прыснул со смеху. Младший небожитель же толкнул принца сильнее и поторопил. «Владыка, должно быть, давно ожидает вас, идемте, Ваше Высочество». Наследному принцу только и оставалось, что направиться за ним, недоуменно оглядываясь на Селяня. Когда они ушли, Селянь все еще оставался стоять на месте. Вскоре его ушей достигли шушуканье небожителей низшего ранга чуть подаль. Неловко вышло, ничего не попишешь. Вот уж точно, мир тесен. Оба, небожители верхних небес, рано или поздно этот день бы настал. Если хочешь знать мое мнение, все же я с большей охотой посмотрел бы на столкновение генерала Наньяна с генералом Сюаньчжэнем. Ха-ха, ну и что ты переживаешь? Это ведь случится довольно скоро. Все уже собрались во дворце Шэнью, только его и ждут. Кто-то вдруг добавил, да, мир тесен, но это еще что. Возмутительно, что их вообще сравнивают друг с другом, ведь они совершенно не похожи. Оба – наследники престола, но лишь его высочество Тайхо может считаться истинным представителем правящей элиты.
Если бы подобное случилось с ним, даже оказавшись на самом дне, он бы не стал творить столь позорные вещи. Государство Юнань было сильнее, чем Синьлы, значит наследный принц Юнань, разумеется, сильнее принца Синьлы. В разных условиях воспитываются разные люди, это самая простая истина. Северные земли находились во власти дворца Мингуана, бога войны Пэймина. Западным богом войны являлся Цуань Иджень, глава дворца Циина. Юго-востоком заправлял Фэн Синь и его дворец Наньяна, юго-западом. Муцин и дворец Сюаньчжэня. Ну а на востоке восседал свой бог войны, это был Лан Цаньцу, которому принадлежал дворец Тайхуа. Еще до вознесения Лан Цаньцу, как и Сэлянь, являлся его высочеством наследным принцем. И, кроме того, наследником государства Юнань. А государство Юнань было тем, что пришло на смену государству Синьлы. Его предком-основателем являлся предводитель мятежного войска, что с боем взял столицу Синьлы. Сэлянь, скитаясь по миру людей, бывал и на Востоке. Разумеется, он узнал, что и наследный принц государства Юнань тоже вознесся на небеса. И поскольку теперь оба они являлись божествами, принц давно подозревал, что рано или поздно два высочества столкнутся в чертогах верхних небес. И потому ничего странного в этом не видел. Те младшие небожители перемывали ему кости, однако при этом даже не думали говорить тише. Если бы на месте Сэляня был кто-то другой, возможно, они бы побоялись быть услышанными, но Сэлянь будто вовсе не внушал им страха, напротив, они специально говорили достаточно громко, чтобы он услышал, так ведь более волнительно. Сэлянь притворился, что ничего не заметил, и направился дальше по своим делам, ни слова не сказав. Внезапно кто-то снова окликнул: «Ваше Высочество, наследный принц». Сэлянь подумал: «Да ладно, еще один». Однако, обернувшись, убедился, что звали действительно его. К нему подошла Линвэнь с кипой свитков в руках и черными кругами под глазами. Она произнесла: «Все вернулись в столицу и уже отправились во дворец Шэню на собрание. Ведите себя осторожнее, когда окажетесь там». Сэлянь, разумеется, понял, о чем речь, и спросил: «Какое наказание на этот раз ждет младшего генерала Пэя?» Линвэнь ответила: «Ссылка, надо полагать». Сэлянь подумал: что ж, это не худший вариант, можно сказать, не так уж страшно. Ссылка означала временное низвержение, в случае если небожитель совершил преступление, но такое, которое все еще можно пересмотреть, у него есть возможность восстановиться в должности. И однажды, если он проявит себя с положительной стороны, его, вполне возможно, вытянут наверх. Это могло случиться как и через 3-5-10 лет, так и через сотню-другую. Вот только принц считал подобный исход дела не худшим вариантом согласно собственным стандартам. Для генерала Пэя все было совсем иначе. Сэлянь вспомнил еще кое-что. «Линвэнь, послушай, в прошлый раз я рассказывал тебе о юноше с поветрием ликов на горе Юйцзюнь. Твои подчиненные разузнали, что с ним. Есть ли о нем известия?» Линвэнь ответила: «Примите искренние извинения, ваше высочество, пока еще нет. Мы займемся этим вопросом вплотную». Даже небожителю небесных чертогов было не так уж легко найти в бескрайнем океане людей одного человека. Разумеется, процесс шел быстрее, но все же быстрее означало, что если простому смертному на поиски понадобится 10 лет, то небожитель потратит 1 год, Сэлянь произнес. «Спасибо, это нелегкий труд». К тому моменту они дошли до конца улицы и как раз остановились перед грандиозным в своем величии дворцом. Дворец явно был отшлифован временем, при этом выглядел многое повидавшим на своем веку, но не состарившимся. Золотые крыши, покрытые глазурью, высились друг над другом сверкающим каскадом, ослепляя своим блеском. Сэлянь поднял взгляд наверх и увидел, что под нижней золотой крышей красуются иероглифы «Дворец Шэню», внушительные и мощные. Они совсем не изменились за несколько сотен лет. Опустив взгляд, принц сделал шаг и вошел внутрь. В главном зале давно собрались небожители, и теперь либо стояли группами по 2-3, либо в молчаливом одиночестве. Исключительно небожители верхних небес, пережившие Вознесение, удостаивались права стоять здесь, каждый являлся баловнем судьбы, повелителем одной из сторон света.
Духовные силы каждого текли через край, на остальных они смотрели свысока. У Сэляня от такого зрелища запестрило в глазах. Однако на данный момент все были предельно сосредоточены, никто не смел разговаривать слишком громко. На троне в противоположном конце главного зала восседал бог войны в белом доспехе. Лицо бога войны отличалось красотой, однако сейчас он закрыл глаза и молчал, что придавало ему крайне торжественный и строгий вид. За спиной его высились блистательные стены дворца Шэню, под ногами сверкали белоснежные верхушки облаков. Когда Сэлянь вошел, бог войны, будто ощутив его присутствие, открыл глаза. Глаза эти были непроглядно черными, и в то же время чрезвычайно ясными, словно сделанными из льдовиками не тающего холодного омута. Затем бог войны мягко улыбнулся и произнес: «Синьлы, ты пришел». Сэлянь смиренно склонил голову, ни слова не произнеся. Стоило Цзюню заговорить, голос его без каких-либо усилий мощной волной прокатился по дворцу Шэню, привлекая внимание всех находящихся здесь небожителей. Тогда Сэлянь прекрасно понял, в чем дело. Данное собрание было созвано вовсе не с целью обсудить наказание младшего генерала Пэя за происшествие в крепости Баньюэ. Главная роль сего действа предназначалась, видимо, ему самому.